Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре две банки от компании Godin. Это Fifth Avenue Kingpin 2 с P90 и с хамбакерами. Два разных типа звукоснимателя. Давайте послушаем обе банки и разберемся, какая подойдет именно вам. Godin, как известно, компания, которая знаменита не только своими электрогитарами, не только своими мультиаками, которые тоже, конечно, безусловно, большую роль играют, скажем так, в гитарном мире, но и банками. Банки у Godin классные, они очень удобные, это, наверное, самое главное. Они сделаны из очень необычных пород дерева, и они, скажем так, запоминаются по сравнению с привычными банками. Ну, то есть они немножко другие. Как минимум что? Верхняя дека, да и, собственно, вся дека, нижние обечайки, тоже сделаны из дикой канадской вишни. Да-да, дикая вишня. Канады, вишня, аромат. Гриф сделан из клена, накладка сделана из палисандра, то есть гитара по спецификациям непривычная. Кроме того, порожки у этой банки, соответственно, нулевой порожек и floating bridge, так сказать, незакрепленный бридж, сделаны из графтека. Не кость, но графтек — это классно. Не будет так стесываться, как деревянные бриджи. Ну что ж, он более износоустойчивый. Это интересно. Так вот, у нас две гитары абсолютно идентичные по спецификациям. Все до последнего болтика находится в тех же местах, кроме двух звукоснимателей. Соответственно, у меня в руках гитара с P90, рядом на стойке гитара с хамбакерами. И, соответственно, мы сейчас послушаем, в чем разница и почему до сих пор ставят на банки и P90, и хамбакеры в зависимости от, скажем так, того, что вам больше нравится по звуку и что вам больше подходит. В чем разница? С одной стороны, P90 это как будто бы синглы, да, то есть у нас одна катушка, фон и вот это все. С другой стороны, у нас в P90 два магнита, в которые вкручены болты, и на самом деле по выхлопу P90, как правило, чуть ли не громче, чем хамбакеры. В данном случае прям действительно громче, чем хамбакеры. Давайте послушаем. На нековом звукоснимателе у нас гитара звучит так. На среднем положении. И на бридже. Естественно, царство джаза у нас на нековом сингле. Послушаем его с открытым тоном. С полностью закрытым тоном. P90 с полностью закрытым тоном довольно такое мяукающее, непонятное что-то. P90 не для того, чтобы играть джаз с закрытым тоном, на мой взгляд. Во всяком случае, мне такой звук не очень сильно нравится. Давайте послушаем, что будет, если чуть-чуть приубрать тон и чуть-чуть приубрать ручку громкости. Вот такой звук мне нравится больше, хотя, конечно, банка с полностью открытым тоном, с P90 звучит прям...
Звучит очень пронзительно, ярко. Давайте включим банку с хамбакерами и послушаем все то же самое, но уже на других звукоснимателях. Итак, все то же самое, начиная с некового звукоснимателя, с некового хамбакера в этот раз. Сразу слышно, что звук более мягкий, глубокий, но при этом тише и не такой резкий и пробивающий. Два звукоснимателя вместе. Ну и бридж. Преимущества хамбакеров очевидные. Отсутствие фона, более округлый звук, если вы гоняетесь именно за ним. Преимущество P90-х – очень-очень пробивной и яркий тембр, что для банок вообще не часто. Что для банок это как бы с одной стороны, некоторые скажут, да мы убираем тон, зачем нам пробивной характер. На самом деле, если вы послушаете современных джазовых гитаристов, прям как яркий, супер яркий пример, это Гилад Хексельман, у него очень яркий верхастый тембр, совершенно не вот эта вот банка с укрученной ручкой тона а-ля Джо Пасс. Вообще другое. Современные джазовые гитаристы уже не гоняются только за таким старым винтажным звуком. Соответственно, если нужна яркость, то это P90, они куда ярче. Еще если там подкомпрессировать слегка сигнал, если еще добавить ревер и дилей, вот как современный такой джаз с обилием всяких эффектов, возможно, P90 могут быть даже поинтересней. Хотя, конечно, хамбакеры всегда не такие зависимые от электрической сети, да, там не нужно так париться о том, будут ли у нас наводки какие-то или не будут собственно, от электричества. Это, конечно, освобождает. Это освобождает. Чуть-чуть меньше нервов ты тратишь на то, чтобы справиться с какими-то неполадками. Чуть-чуть меньше оборудования, условно. Тебе не нужно иметь какой-нибудь там, не знаю, дорогой дебок, чтобы можно было всегда оторвать землю. Ну, вот что-то такое. Вот всякие вот проблемы, скажем так, людей, играющих на винтажных синглах, еще и на банках, которые, в принципе, фонят гораздо сильнее, они решаются хамбакерами. Ну и, конечно, хамбакеры имеют тот самый округлый хамбакерный звук. Здесь еще, как мы видим, стоят крышечки, высоких частот немножко меньше. Ну и вообще, конечно, звучит приятно. На нековом звукоснимателе на полном тоне звучит так, на открытом тоне. На убранном тоне совсем. Как слышно, P90 совсем был уже такой буль-буль-буль непонятный. Хамбакер на закрытом тоне звучит приятно. Соответственно, если смотреть в сторону звука а-ля там Джо Пасс, Джордж Бенсон, то, возможно, хамбакер с закрытым тоном звучит куда интереснее. А если чуть-чуть призакрыть тон и чуть-чуть приубрать громкость, то будет звук, который, мне кажется, максимально удачным для банки. Давайте послушаем все три позиции звукоснимателей P90-х, начиная с некового. Ну что, друзья, какие звукосниматели больше нравятся вам? Вам хочется такого винтажного джаза а-ля Джо Пасс или какого-то модернового, при этом, может быть, даже с намеком на винтажность а-ля Чарли Кристиан, потому что P90 это все-таки
очень старый тип звукоснимателей. Напишите, какие вам понравились больше по звуку и какие выбрали именно вы. И, конечно же, подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, поставьте нам лайк, будет очень приятно. И не забудьте посмотреть в описании под этим видео, там есть ссылки на наши социальные сети, а в них вы найдете всякие приятные новости, акции, предложения и так далее. Вы в них поучаствуйте, вам будет приятно, а нам будет приятно вдвойне. До новых встреч, пока-пока. Итак, у нас две гитары абсолютно одинаковые, спецификации идентичны, грифы и ты брут.